Здравствуйте, друзья! Кто владеет долларом США на самом деле? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. В истории современного мира существует один редчайший и поразительный эпизод, о котором многие вроде бы знают, но практически никто серьезно к этому не относится. Гвоздь нашей новой программы – доллар США, ставший за последние десятилетия мировой валютой, признанной абсолютным большинством стран. Вся мировая экономика, можно сказать, завязана на американском долларе, и люди, в буквальном смысле слова, волей или неволей сегодня молятся на эти маленькие зеленоватые бумажки, ставшие для очень многих настоящим божеством, нередко толкающим даже на преступления. Но в этой статье я не собираюсь читать морали, тем более, кому они нужны, когда почти 7 миллиардов населения планеты живут ради того, чтобы заработать денег, и доллар США, соответственно, является одной из первых скрипок в этой минорной симфонии материального мира. Заработать, накопить, разбогатеть. Однако проблема, о которой я хотел бы поговорить, заключена совершенно в ином. Немногие, наверное, знают, хотя тайно никто из этого не делает, что доллар США лишь на денежной купюре принадлежит Соединенным Штатам Америки, а в действительности он есть собственность Федеральной резервной системы. Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций Центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединенных Штатов Америки, как написано в Википедии. Еще там написано, что система ФРС является независимым федеральным агентством правительства США. Но это пыль в глаза приезжим, потому что правительству Америки эта система абсолютно не подчинена. Так кому же принадлежит с периодичностью запускаемый долларовый станок? То это некая таинственная группа, по сути являющаяся негласными хозяевами всей мировой экономики. Американская валюта – собственность лиц, находящихся в глубокой тени. Узнать, кто эти люди, реально пока никому не представляется возможным. Архонты и их детище мировая валюта – как главная приманка на крючке для каждого жителя планеты. Но давайте вкратце и очень упрощенно пробежимся по особенностям взаимодействия Федеральной резервной системы и правительства США. ФРС – система непрозрачная и закрытая. Будь она государственной структурой, любой гражданин мог бы теоретически попытаться поднять на свет всю ее дурно пахнущую историю. Или же при особом желании подать в суд, потребовав отчетность. Но на частную фирму не подашь. Тайна коммерческой деятельности. А теперь смотрите, какой фокус-мокус получается. Например, вы взяли у меня в долг 1000 рублей. Через год вернули 1100. Долг плюс процент. Я взял 1000 рублей и еще 50, а остальное отдал вам. Эти 1000 рублей чьи деньги? Мои или ваши? Ясно? Они мои. Ведь я давал вам деньги под процент. Именно так поступает и Федеральная резервная система. Неужели такое возможно, удивленно спросите вы? Неужели об этом никто не знает? Почему же не знают? Знают и многие, но что с того? Таков утвержденный некой группой лиц порядок экономического взаимодействия. Возникает вопрос, так кому же принадлежит доллар США? Соединенным Штатам Америки он явно не принадлежит лишь потому, что американское государство берет доллары в долг под проценты. Вывод странно даже озвучивать. Какой-то абсурд получается, но этот абсурд создан для нас с вами, уважаемые потребители. Для нас, как слепых котят, болтающихся на своих утлых лодочках в бушующем океане жизни и безоговорочно верящих, что все в мире покупается и продается за эти маленькие, но всемогущие зеленоватые фантики. А оказывается, фантики эти даже не принадлежат США. В реальности они собственность Федеральной резервной системы. И правильнее было бы их называть долларом ФРС. Но кто об этом задумывается? Кому это интересно? Разумеется, все мы живем по законам социума. Этого
технократического материального мира, и вряд ли в нем что-либо можно изменить. Но на моей памяти было несколько человек, отдавших полжизни тяжелым работам в условиях советского Крайнего Севера. Когда-то он привлекал людей именно своими высокими заработками, доверчиво складываемыми на сберегательные книжки. В то время держать деньги за пазухой у государства было надежней. Но пришел день, которого вряд ли кто-либо ожидал, и сгорели заработанные тяжким и честным трудом денежки. У одного знакомого, старика, 110 тысяч, у другого около 60 тысяч. Трагедия почти всей жизни. Почему я вспомнил этих стариков? Потому что история постоянно идет по кругу. Все повторяется. И цитата из доклада по климату вполне предсказуема. Ведь дела у правительства США с внешним долгом обстоят настолько плохо, что озвученное ниже просто-таки целиком закономерно. Уже не является секретом, что в ближайшее время мировая валюта внезапно прекратит свое существование и станет дешевле бумаги, на которой ее печатают. Как не скрывают этот факт, но все-таки на сегодняшний день это уже стало достоянием гласности. Это произойдет внезапно, впрочем, как и всегда. Почерк мировых сценаристов узнаваем. И сотни миллионов людей не только этой лидирующей страны, но и других стран мира за одну ночь станут нищими. Можно понять, насколько тяжелым будет их положение в условиях потребительского общества. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.